Нет, Греция мне определенно нравится. Я хочу тоже по такой дороге проехаться. Итак, мы снова в Афинах. Впереди небольшое морское путешествие и новый остров. Отправление только вечером, поэтому мы решили прогуляться недалеко от порта. Откровенно говоря, смотреть здесь особо нечего, но мы попали в отличный ресторан. Мы сейчас в таком интересном местечке, недалеко от порта, минут 10 идти. Нашли по картам Google случайно. И вот посмотрите, какую нам здоровенную, не круглую пиццу принесли. Я такую в первый раз вижу. По-моему, мы ничего больше не заказали. Ребята, нам вот принесли еще одно блюдо. Мы заказывали курицу на шпажке. Ну, посмотрите, какая огромная шпажка, да? Мы расплатились, уже оставили чаевые, и нам принесли вот такой комплимент. Какую-то пахлаву, кексы, мороженое. И сказали, что это Greece tradition. Греческая традиция оставлять комплименты после чека. Очень хорошая традиция, я думаю. Да? Нет, Греция мне определенно нравится. Нам предстояло провести на судне всего лишь ночь, и мы взяли каюту. Мне бы и в голову никогда не пришло, что можно путешествовать здесь как-то по-другому. А нет, многие не берут каюту, а просто располагаются на любых свободных диванах, а кто-то и вовсе сидит в креслах на палубе. Такой билет стоит в разы дешевле. Лайнер вполне комфортный, даже есть бассейн, но почему-то не работает. Друзья, смотрите, если кто-то захочет повторить наш маршрут, то мы провели 2 дня в Афинах, 2 чудесных дня, потом поехали на остров Эвбея, на Родоновые источники, провели 2 дня там, вернулись в Афины, сейчас мы сели вот на такой прекрасный большой корабль ферри и отправляемся на Крит, то есть в 9 часов вечера мы садимся, в 6:30 мы на Крите, и у нас еще будет 2 увлекательных дня на Крите. Так что не переключайтесь, следите за нашим греческим путешествием, за нашей Одиссеей. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам все это важно. Кто смотрел наши предыдущие ролики из Японии, Кореи и Ближнего Востока, уже знают, что мы заядлые круизеры. Поэтому, находясь на этом большом лайнере, мы с грустью вспоминали то чудесное время. Судно очень напоминает наши круизные лайнеры. Жаль только, что в этот раз путешествие совсем короткое и нет здесь никаких развлекательных шоу-программ. Можно только сходить в ресторан и заплатить за шведский стол. Кстати, хочу сообщить, что у нас есть еще один канал, посвященный исключительно круизным лайнерам. Называется канал «Круизная карта путешествий». Его ведет Володя. Канал очень информативный. Там вы можете узнать все последние круизные новости, подобрать подходящий маршрут и воспользоваться советами бывалых круизеров. Кто не запомнил название, ссылка в описании под видео. Я обожаю морские путешествия. Это всегда приключения. Когда корабль покидает гавань и остаются вдали дома, машины, фонари, в этом есть что-то торжественное и магическое. А эти неутомимые чайки, вечные спутники морского путешествия, как романтично. Вот такие двухпалубные кораблики постоянно курсируют между островами.
Поднялась на рассвете и бегом на палубу, а там уже полно народу. Как приятно наблюдать за восходящим солнцем и предвкушать встречу с новым островом. Итак, знакомьтесь, это Крит, самый большой остров Греции. Здесь зародилась минойская цивилизация, древнейшая в Европе. Поскольку Крит находится на пересечении морских путей между Европой, Египтом и Малой Азией, он всегда был лакомым куском для завоевателей. И в разное время здесь господствовали византийцы, венецианцы и турки. Всего каких-то 10 минут от порта, и мы на месте. Отель Капсис Астория. Очень понравился. Находится в центре, прямо у площади. Несмотря на то, что мы приехали так рано, а заселение-то только с 12, нам предложили завтрак. И потом даже поселили раньше обычного, так что появилось время и на бассейн. Ух ты! Какой у нас тут балкончик! Слушай, ну все равно почему? Вон тебе море. Венецианская крепость. Ираклион – столица острова с симпатичными старыми районами и интересными музеями. Это идеальная отправная точка для путешествий по острову. Город расположен в центральной части побережья, и через него проходят все автобусные маршруты. Из Ираклиона удобно добираться до любой достопримечательности и знаменитых критских пляжей. Или даже сесть на паром до Санторини. Всего в 5 километрах от города находится главный критский аэропорт Никос Казантзакис, и совсем рядом, 10 минут на машине, известный во всем мире Кносский дворец. Кстати, чуть позже в этом выпуске мы подробно расскажем и о дворце, и о знаменитом лабиринте Минотавра. Бассейн на крыше с прекрасным видом на город и на море. Ссылку на отель найдете в описании. В первый день с городом нас знакомила гид Наталья. Она уже очень давно живет на Крите и рассказала нам много интересного о его прошлом и настоящем. Есть 4 огромных двери, ворота, а здесь вот с города можно было пройти через землю. Ух ты! Правда похоже на метро или просто какой-то переход? Сначала он стал президентом Крита, а через 3 месяца его выбрали вообще в Грецию. И он потом проживал в Афинах. Выбирали его 7 раз, правил 10 лет и всегда покровительствовал Криту. Итак, немного истории Ираклиона. У города было несколько названий. Кноссос, так он назывался после угасания минойской цивилизации и во времена римского и венецианского владычества. Вот это вот часть старой мостовой, получается? Вот это вот. Да, да. Во времена византийцев порт назывался Кастра, и когда на Крит пришли арабы, город впервые был обнесен крепостными стенами и глубоким рвом, поэтому с этого времени он стал называться Хандакас. Это как бы источник пресной воды. Когда-то сюда. А там, где вы видите лев, это символ венецианцев. Здесь вот крыло льва. Как и фонтан, вот этот морозине. Да, а орел это уже критское. Ага. Во времена арабской оккупации город Хандакас, да и сам остров, стали центром пиратства в Восточном Средиземноморье. Здесь также был большой рынок рабов.
В средние века, с 15 по 18 век, город переживает свой расцвет благодаря развитию образования, живописных школ и церковной культуры. Это время стало золотой эрой как для города Хандакас, так и для всего острова. Сегодня новые кварталы Ираклиона напоминают многие другие греческие города, но сохранилась и небольшая часть старого города, окруженная знаменитыми венецианскими стенами. Прямо у входа в порт находится крепость с турецким названием Кулес. Она была построена венецианцами с целью защиты гавани с моря, так как порт Ираклиона являлся важнейшим коммерческим центром и самой большой морской базой венецианских кораблей на острове. Володя, ты туда не пойдешь, я надеюсь, 3,5 километра? Ну и ладно. Ну да, знаешь русский язык, вырос ты оттуда, поэтому мы здесь все дружим, никакого у нас нет. В 824 году Крит был захвачен арабами, которые превратили Ираклион в мощный укрепленный форт. В 961 году город был завоеван Византией. Византийцы правили Ираклионом почти 3 столетия. А в 1204 году крестоносцы продали Крит Венеции. При венецианцах Ираклион достиг настоящего расцвета и был окружен мощными укреплениями. Воду только дождевую пили, не было здесь пресной воды. И что сделал этот Морозини? Он провел канал 16 километров от поселка Арханес, там есть гора Юктас. Вот там есть источник, и оттуда он провел канал в город, и отсюда люди, весь Ираклион собирался и брали питьевую воду, пресную воду. А тот источник именно питьевой, да, был? Это именно питьевой, да, потому что был канал, он проходил под землей, его строили 14 месяцев с горы Юхта, с Арханес до Ираклиона, этот канал проходил под землей, строили его 14 месяцев, потом была в Ираклионе пресная вода. Вот видите, такие вот специальные как бы полукруги, опять же символ льва венецианский. И такие вот полукругами там наполнялась она водой. Люди приходили, что у них было, набирали воду. Он сейчас опять же пресный, да? Это же он же, но он же так это. Так, а вот скажите, вот это вот театр или вот это что такое вот это? Здесь в основном происходит галерея. А, это галерея. А это вот библиотека. А. Главная городская библиотека, хочет может зайти. Нет, да, ну вот эти велосипедики везде с цветочками. Венецианская лоджия, который в те же самые года, когда построился фонтан со львами, строился и эта лоджия, тем же Морозини, Франческо Морозини. А почему лоджия? Здесь такой обычай, что если ты хочешь надеть свадебный наряд, то ты должен идти в церковь. Ага. А сюда приходят, чтобы официально оформить отношения. То есть очень многие пары, допустим, у них может быть нет времени, но срочно нужно пожениться, или против, допустим, религиозного брака, или может там разные религии, тогда можно здесь расписаться, законно
отношения свои регистрировать, но свадебное не надевать. Нельзя, Ну, да, если- Не то, надевать что он нельзя, нельзя. просто А как по нет. традиции. Если вы наденете, никто вам не скажет нет. Ну, Но как странно. по традиции никто не надевает. Свадебное надевают только в церковь, Но если церковь. венчаются. официально признанным браком считается зарегистрированный в ЗАГСе или свадебный И то, в и церкви? то. То есть должны обязательно Не, здесь... можно, то есть если ты в церкви, это все равно будет зарегистрировано. Это все равно будет считаться законным браком. А, Но то если есть- ты, допустим, потому что церковь обычно приглашает много народу, Да. это более Дорого. торжественно. Там, как раньше, по 300 человек, такие, не у всех сейчас есть возможность это сделать. Ну, пусть даже не столько много, но все равно это затратно, и это более торжественно. Поэтому очень многие пары сначала заключают брак официальный, здесь расписываются, а потом уже, когда есть дети, Когда накопит денежку. да, когда уже, чаще всего уже, когда есть дети, Ничего делают себе. как бы и свадьбу, и крестины вместе. А скажите, вот смотрите, вот в России так, ты только в церковь попадешь, если ты расписался, да? Расписался, тогда можешь идти в Нет, церковь. здесь не А обязательно. здесь ты можешь Нет. пойти в церковь, Нет. и тебе дадут документ, что Да. вы уже женаты. Да, да. Все, то есть совершенно интересно, Вот как, эти да? вот, То есть это считается, да, религиозный брак. Он имеет точно такую же силу, как Ну, в общем, да, как и маркетинг. А? В смысле, Ну, это про... Да. Здесь можно сидеть? Какая хорошая. Обними. Все. Это видео. На фото я туда возьму тоже. турки собрали здесь православных и массово изрезали. Батюшки. Да, в этом месте 5 веков венецианцы удерживали Крит, оставив глубокие следы в его культуре. В 1669 году с падением Хандакаса начинается период турецкого господства, полный кровопролитных восстаний. В конце XIX века приходит конец турецкому владычеству с созданием критского государства с королем Греции Георгом II в качестве верховного комиссара. И, наконец, в 1913 году Крит официально был включен в состав Греции. С первых лет становления христианства Крит стал колыбелью православия. А началось все это с двухлетнего пребывания на острове святого апостола Павла и его проповедей. Православие развивалось и укреплялось на протяжении многих веков. На острове можно найти уединенные монастыри, следы ранних христианских базилик, часовни в пещерах и расписанные византийские церкви. И сегодня на Крит устремляются паломники со всей планеты, и для них есть специальные маршруты.
Мне кажется, что вот здесь вот едят греки местные. Вот эти вот кафешки, такие спокойные булочки. Вот Вот так мы шли 1,5 часа, пока не нашли какой-нибудь кафе. Володя, а как тебе греческая кухня вообще в принципе? Можно даже без наводящих вопросов. Я Да. нигде в жизни никогда не ел настолько вкусные кальмары. Приготовлены фри кальмары, мягчайшие, нежнейшие, прямо восторг, прямо Да. полный. То есть это вообще греческая слабость кальмара. По крайней мере, хорошо. ну, не знаю, только ли в Греции так делают, но, по крайней мере, я нигде больше Да. таких кальмаров Ну, не то есть, ел. да, всем рекомендуем брать обязательно кальмаров в Греции, правильно? Да. Вот смотрите, они вот так вот выглядят, всегда горяченькие и мягенькие, да. Это тоже кальмар? Вау. Только вот рыбный ряд вот здесь. Ух ты, Пиноккио. Сейчас. Смотри, какая прелесть. Если хотите, можно пройти по рынку. По рынку? Ну, Это не вот, по- ну, по- ну, да. рынок это вот здесь, это рыбный ряд, но он закрыт. А. Ну я чувствую, да, я чувствую. Всегда работает. Шайтан. А, у нас сокрита нету. Да, сейчас. Давай какой-нибудь вот такой вот крит, вот смотри, А вот такой не Ираклион. хочешь? Вот это, кстати, кистос, диск. Лимоны растут. Да. Что Потому что, допустим, фольклор критский, особенно в деревнях, очень многие пожелания и разговаривают как бы четверостишьями. И здесь вот написано «Критская моденада» называется. «Доротис критис эфима ту критиком ахерия агапас гия кихара эхума нашефери». Подарок, который преподносят, то есть человек тебе желает любви, здоровья, радости и чтобы всегда была с тобой. И что- По-русски Я что? говорю по-русски чуть-чуть. Да. Красиво, Russian турист. Да, приходите в наш магазин, да, то есть вы ждете русских туристов, Yes, да? спасибо. Сейчас я вам покажу немножко магазин.
Вот такой интересный магазин с косметикой, чего тут только нет. Ликеры, сладости. Вот меня очень заинтересовало оливковое мыло с молоком ослицы. Оливки считается хорошим мыло с молоком ослицы и оливковым маслом. Еще во времена Клеопатры она любила даже принимать ванны с молоком ослицы. Очень хорошо для молодости кожи. Хорошо, что с молоком. С молоком, да, именно с молоком. То есть, ну, вот я смотрю, здесь даже, вот смотрите, орган масло, да. А здесь вот есть даже с водой из сандарина. Лавы. Лавы, да. Так, это специи, я так понимаю. Это специи, а вот, это же компания. Компания называется Кабрияни. Вот для шашлыков, для курицы, для просто базилик, для дзадзики, для рыбы. Так, вижу маленькое, ладно, оливковое масло есть, как, допустим, разное. Вот есть для салата, есть разные кислотности, немножечко отличаются по вкусу. Есть с оливковыми пастами, с разными пастами, с перцем. Я видела в Афинах тоже эти губки, но мне сказали, что они, в принципе, они очень быстро выходят из строя, да? Ну, как бы несколько раз ими помылись. Они... Нет, нужно просто уметь выбирать. Миленькие. Глубинные. Глубинные, да. Ну-ка я ее потрогаю. Но можно из них тоже выбрать, вот это будет лучше. Да? Да. Смотреть, чтобы она была не сильно вот такая вот пористая. Да. Это больше для декорации подойдет. Да. А если мыться, они, кстати, с антибактериальным эффектом. Почему любят брать для младенцев? Какая из них хорошая? Вот это хорошая, супер. Это вот местные, это именно критские или просто греческие? Это... Да, это то есть собрано с нашего моря. Это не откуда-то привезено, это собрано с нашего моря. Все. Все критяне, они же не арийцы, да, поэтому они к нему относились так, нацисты. Дело не в том, просто дело в том, что их очень сильно рассердило их сопротивление, очень бурное сопротивление. Критяне, они сами по себе очень свободный народ. И поэтому, сколько они с турками боролись, 300 лет они победили, поэтому еще и фашистов они бы не терпели. Эти изображения появились в парке не случайно. Городские власти хотели вырубить деревья и это место отдать под подземную парковку. Но жители города воспротивились и отстояли парк. Это символ того, что у дерева тоже есть душа. Да. Ну как, едем? Хорошо едем? Хорошо едем. Ехать лучше с кондиционером, чем гулять. Друзья, мы решили немножко попутешествовать по Криту. Для этого взяли вот эту симпатичную беленькую Hyundai i20. Вот. Я проехала первые 10 минут. Расскажу, почему для меня это сейчас большой экспириенс такой. Потому что я 4 года, живя в Индии, я вообще не садилась за руль. Ну, вообще у меня уже стаж более 11 лет, конечно, в Москве, но первые минуты было немножко страшновато, потому что давно не сидела в чужой стране, а так уже через 5 минут все замечательно. Так что можете меня поздравить, я опять рулю. Чё? Очень рекомендую вот эту машинку, маленькая, экономная, аккуратненькая. Друзья, я вам обязательно советую, если вы приедете на Крит, возьмите машину на прокат. Вы не представляете, с каким удовольствием вы в нее сядете после экскурсии и включите кондиционер. Жара здесь сейчас стоит просто неописуемая, просто пить хочется постоянно. Как он называется? Агия Николаус. Агия Николаус, да. Походим маленький, такой Сан-Тропе греческий. Вот, походим по нему, потом поедем на пляж купаться.
Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет еще много интересных выпусков. Неудивительно, что туристы, приезжающие на Крит, стараются взять на прокат машину. Ездить по этим дорогам – одно удовольствие. Такие виды открываются из окна. Да и машин мало. Когда мы оформляли в офисе документы, нас предупредили, что критская полиция прекрасно знает их номера и нас никто не остановит. Вернуть машину нам предложили, оставив ее с утра в порту на стоянке, просто положив ключ под коврик. Вот такое доверие. Bisa para liga. Kami si bisa para liga. Надеюсь, он не собирается прыгать? Но? Нет, это dangerous. Агиос Николаус называют греческим Сан-Тропе. Маленький уютный город-курорт с населением всего 11 тысяч человек. Согласно мифам, это родина Зевса. Именно в этом городе находится пещера, где главное божество древней Эллады появилось на свет. Визитной карточкой города является уникальное озеро в Улисмене. Этот совсем небольшой водоем в форме лагуны находится в центре города. Вода здесь такого своеобразного черного цвета, потому что озеро очень глубокое. В прошлом веке жители решили соединить его с морем небольшим каналом, чтобы вода не застаивалась. Так что теперь верхняя половина озера соленая, а нижняя с пресной водой. В Улисмене окутана легендами. Во-первых, согласно преданиям, здесь любили купаться греческие богини Афродита и Артемида. А во-вторых, считается, что это озеро каким-то образом связано с вулканом Санторини. Дело в том, что когда вулкан на Санторини извергался, воды озера отреагировали. Забурлив, они залили расположенные на побережье здания. Володь, как тебе греческие дороги? Мне забавно сидеть за рулем после 5 лет перерыва. После 5 лет Греческие дороги-то нормально все. А вот сейчас будем в тоннеле ехать. Кстати, едем в тоннеле, загадывай желание. Так, направо, направо. Вон, видишь, куда? Так, петля. Ага, направо. Ой, как ты там поедешь? Не, назад я поеду. Нет. Да, Володя. Лена, Ну я хочу тоже по такой дороге проехаться. Ну ты какой-то странный, ты... Нет, ну я поеду назад, пожалуйста, ты уже расслабься. После Агиоса Николауса мы собирались отдохнуть на Золотом пляже.
и промахнулись с поворотом. Поставили машину на парковку, спустились к пляжу. Красота! Народу никого, пляж чудесный, вода лазурная, теплая. Просто сказка. Наверху приятный ресторанчик. Уже на обратном пути мы поняли, что не туда приехали. Это был пляж пятизвездочного отеля Eastern Bay Hotel. На обратном пути мы все же завернули на Золотой пляж и немного разочаровались. Здесь было полно народу, да и лежаки и зонтики не дешевые. А на нашем пляже мы отдохнули совершенно бесплатно. Хорошо. Только не ныряй. Ай, блин. Что забыл? Машку. И я. Есть. Подожди. Вдоволь нагулявшись по Ираклиону, мы взяли на прокат машину и отправились исследовать критские пляжи. А по дороге заехали в Кносский дворец, который находится в 4 километрах от города и в первую очередь ассоциируется у всех с легендой о Минотавре. Помните советский мультфильм про Тесея, который убил Минотавра? Я просто обожала в детстве эти мультики из греческой мифологии. А как они бесподобно озвучены. Да. Да? How much? Да, сколько стоит? Если вы хотите одни, значит это приватная группа. Ну да, Приватная сразу. да, да, вдвоем, да. Вот 80 евро. Так, Да? Плюс билет отдельно купить у входа. Билет 20 евро. Билет 15 евро. Но если хотите посетить музей, сегодня музей не здесь. Сегодняшним своим видом Кносский дворец во многом обязан английскому археологу Артуру Джону Эвансу, начавшему в 1900 году масштабные раскопки Кносского дворца и его окрестностей. Увлеченный своим открытием, Эванс не только руководил всеми археологическими работами, но и взял на себя смелость воссоздать некоторые части дворцового комплекса, за что его впоследствии многие критиковали. Итак, Кносский дворец – сердце минойской цивилизации, древнейшей в Европе. Подумать только, этим развалинам около 4000 лет. Кстати, именно Эванс назвал эту цивилизацию минойской по имени царя Миноса. Как называли себя сами жители, никто пока не знает. На одном месте этот дворец возводили дважды, и восстановленный Кносский дворец пережил свой второй период расцвета. Он просуществовал еще 250 лет, но вновь был разрушен, на этот раз землетрясением, вызванным извержением вулкана на острове Санторини.
Сильнейшие приливные волны нанесли непоправимый урон не только Кносскому дворцу, но и всей минойской цивилизации, прекратившей свое существование. Многие жители Крита переселились в Микены. Кносский дворец не восстанавливался, но сам город Кнос отстроился заново. Видимо, от того, что Кносский дворец был разрушен, а затем через сотни лет его восстанавливали совершенно другие строители, возникает ощущение невероятного хаоса постройки. Планировка этого гигантского сооружения порой кажется абсолютно нелогичной и невероятно запутанной. Помещения, находящиеся на разных уровнях, соединены петляющими коридорами, лестницами, расположенными в самых неожиданных местах. А также имеется множество потайных комнат, залов и тупиковых проходов. В постройке дворца очень мало симметричных деталей. Некоторые комнаты прорублены в скалистой породе, другие отделаны грязевым кирпичом, многие фрески и декоративные элементы размещены вопреки законам гармонии, но технология строительства находилась на высочайшем уровне. Также дворец был оснащен древнейшей канализационной системой, что говорит о высоком уровне развития минойцев. Предполагается, что жизнь в Кносском дворце была довольно бурной и разнообразной. Во дворце обнаружены залы для торжественных приемов, личные покои царской семьи и придворных, ремесленные мастерские, помещения театра, способные вместить около 500 зрителей, и арена для боя быков – главное развлечение минойцев. Белой кожи. И женщины, и мужчины участвовали в этих праздниках, в этих религиозных играх, но опасные игры с быками, и поэтому очень часто погибали. Часто правды в мифе Минотавра, который ел только человеческое мясо. Но эти легенды рассказаны попозже. А сам лабиринт Минотавра? Лабиринт. Все эти комнаты, потому что все эти комнаты будут под землей. Минотавр переводится как «бык Миноса». Это критское чудовище с телом человека и головой быка, жившее в лабиринте Кносского дворца и убитое Тесеем. По греческому преданию Минотавр был рожден женой царя Миноса Пасифаей. Чудовищную шутку сыграл с Миносом бог Посейдон. Как известно, на Крите очень любили приносить в жертву быков. Минос попросил у Посейдона жертвенного быка, и тот послал ему из морской пучины прекрасного белого быка. Миносу он так понравился, что тот решил оставить его себе, а в жертву принес другого быка. Посейдон сильно разозлился и решил наказать Миноса.
Он внушил его жене, сладострастной Пасифае, неестественную любовь к этому быку. И позже она родила Минотавра, которому постоянно требовались человеческие жертвы. Царицы и быка родился Минотавра. Так изображается позже в V веке до нашей эры. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет еще много интересных выпусков. Наутро мы оставили машину в порту, сели на паром и отправились дальше на волшебный Санторини. Обязательно посмотрите этот выпуск и поделитесь с друзьями. Над Эгейским морем теплый ветер, солнце в небе счет ведет векам. Почему из всех чудес на свете этот остров приглянулся нам? В этом мире, маленьком и тесном, многим полюбился остров Крит. Даже грозный Зевс, и тот был местным, так о нем легенда говорит. Повинуясь древнему закону, пусть вернутся в гавань корабли. Бросим мы на память Посейдону в синь морскую русские рубли.